Вы сказали, да 40 000 нарушений было за 365 дней. Вам это кажется до нарушения Минских соглашений или это полноценная война? You mentioned that you registered above 40,000 violations during the year. Do you still consider them to be violations of Minsk agreements or a fully fledged war? There were 401,000 violations. Количество зафиксированных нарушений было 401 тысяча. And the Minsk agreements clearly stipulate that the sides should not use any weapons, so the non-use of weapons has been agreed. Согласно Минским That's a соглашениям, technical term they use. Согласно Минским соглашениям, это совершенно четко прописано, стороны не должны использовать вооружение. То есть использование вооружений – это нарушение этих соглашений. Это чисто технический термин. And any, I'm not fit. Нарушение Минских соглашений или если вам окажет до этого полноценная война за 365 дней, если так идет? The question is repeated, so if the scale Yes, of violation is... I'm not finished yet. Я еще не закончил. So if you ask for the definition that relates to what the Minsk agreements foresee, so any use of weapons is a violation of Minsk. И если следовать терминологии, которую подсказывают или предписывают Минские соглашения, то любое использование вооружений это будет нарушением этих соглашений. And any violation of Minsk is a step further away from finding a peaceful solution. А любое нарушение Минских соглашений это шаг в сторону от поиска мирного решения. Can I ask one more question? Of course. По Минским соглашениям существует серая зона, правильно? According to Minsk agreements, there is gray area. Is that so? The term gray zone is not defined in the Minsk agreements. Термин серая зона не описывается и не дается ему дефиниция в Минских соглашениях. Значит, хорошо, давайте так. Есть одна граница, есть вторая граница. Люди, которые находятся, вооруженные люди между этой две границы, значит, украинском и ДНРовском, они что с вами, диверсанты или что, них можно отстреливать и просто или как? Как вы на это, как ОБСЕ смотрите? Потому что от наших немножко последних походов украинская сторона начала жаловаться очень сильно за них на подтеррористируют зоны, район Горловки, но намного этих территорий. So then, to avoid this term, there may be two lines. The forward line for DPR and Ukraine and the area in between them. If there is armed personnel found in that area, how are they to be treated, as subversive groups or not? And whether, because there has been a lot of speculation from the Ukrainian side that there are a lot of people or movements in that area. But for the movements of the Ukrainian troops into this grey area, there would not have been fighting. The Minsk agreements have foreseen a line. Минские соглашения предписывают линию. And the Minsk agreements back in 2014 have also foreseen that positions should remain at the point they were at that specific moment. И еще в 2014 году Минские соглашения предписывали, что позиции сторон должны оставаться неизменными, как они были на момент подписания этих соглашений. For issues that happens between positions or on either side of the line, where proximity is an issue, their solutions need to be found at the level of Minsk. Что касается инцидентов, которые имеют место, вот, если эти позиции слишком близко, или инциденты, которые имеют место между этими позициями, то решение по поводу этих вопросов, инцидентов нужно искать на переговорах в Минске. And the first step has been taken in September 2016 when the decision on disengagement has been taken. Первый шаг позитивный в этом отношении был принят в сентябре 2016 года, когда было принято решение по поводу создания зон разведения. Which regulated the disentanglement, the disengagement of positions and hardware away from one another. Это конкретное соглашение регулировало отведение войск и военной техники в сторону друг от друга. Because that is one of the reasons why the fighting is continued. You're absolutely right. This unclarity and this uncertainty
near the contact line must stop because this leaves room for much speculation, misinterpretation, and provocation. Вы абсолютно правы в том смысле, что любая неясность или неуверенность в отношении того, что происходит в районе линии разграничения, ухудшает ситуацию, поскольку дает почву для неправильной интерпретации и неправильных выводов. And if I may propose that you should consider becoming a journalist because your questions are justified. И если вы позволите, я бы предложил вам тоже попробовать себя в роли журналиста, поскольку ваши вопросы абсолютно справедливы и законны, закономерны. Немножко мой объективный подход журналистам, другой. Не, я могу задать много вопросов, особенно по вопросу этих серий зон, потому что мы постоянно находимся на передовой, но по вашим ответам кажется, да мы вам и помогаем, но немножко как бы это улучшилась ситуация там. По вопросу Горловки, район Горловки, Гладосова там. Но вы как ОБС, значит люди, которые са задолжени помогать мирным жителям, но задолжени, это ваша работа. Что сте сделали по этому вопросу? Просто у нас много информации есть, да батальони, которые се там находили, избивали мирни жители, отжимали доме, отжимали имущество, все, а и сама мисия ОБС им не позволили да заđu на территорию это два села. Это значит, да у вас нет полномочия перед карательными батальонами на Украине, или вы просто там, просто так существуете на этой стороне? Well, regarding your suggestion, my occupation is somewhat different, and I'm asking so many questions about the grey zone because we constantly are deployed to the front line, and in a sense we assist the special monitoring mission because we somehow calm down the situation in the vicinity. And I have more questions about the grey zones, in particular about the situation in the vicinity of Gorlivka in Hladosove. In my understanding, OEC as a mission is called to assist the civilian residents first of all, and from what we know, the volunteer battalions, when they entered the village of Hladosove, they took away their houses and the property of the local residents. So what has the SMM done in order to improve the situation for the civilians? We also understand that these volunteer battalions prevented special monitoring mission from entering these locations, so then you don't have power over them. We have been in Travneve, in the neighboring area of that village. Мы посетили Травнево, это село, которое расположено рядом с Гладосовым. We have also overflown Hladosove, Холмиски and Travneve with our UAVs. Также мы использовали беспилотные летательные аппараты, которые совершили полеты над Травневым, над Гладосовым и над Гольмевским. All of the findings of that observation work is available in our reports. Вся информация, которая была получена с помощью вот этих действий, доступна в наших отчетах. It is also the findings that we made on the ground that international organizations that have a mandate to help know where they need to deliver the help. И в том числе благодаря тому, что было факты, которые были установлены нами, позволили организациям, в которых в мандате прописана помощь гражданскому населению, понять, где их помощь нужна, где она востребована. But ultimately, it's the sites that have it in their hands to stop the further engagement, to stop the further build-up, stop the further building of trenches, and work towards de-escalation rather escalation. Но в конечном итоге только от сторон зависит, что они прекратят эскалацию, прекратят движение войск друг навстречу другу, накопление военной техники и будут двигаться к деэскалации, а не наоборот. If every violation that we report and every misery that we document would be removed and mitigated, the civilians would have a much better life, but that is entirely in the hands of the sites, not the SMM. Если бы все нарушения и все трудности, с которыми сталкивается гражданское население,
стороны бы на них обращали внимание, исправляли и компенсировали, то, безусловно, гражданского населения жизнь была бы гораздо проще. И это не зависит от специальной мониторинговой миссии, а от сторон. The facts are known, Факты известны, but it appears that it doesn't matter that much for the sides. но создается впечатление, что для сторон эта ситуация не особо важна. И последний вопрос, я больше не буду извинять. Просто The last question, I apologize. It's the time of your colleagues. Пора предоставить возможности вашим коллегам. да, вот мы не спрашиваем. They're not asking questions. Много раз на соцсетях в Украине обсуждаю обстановку здесь и говорю об этом, как мы здесь террористы, все это, что есть, у вас есть правильная информация, потому что вы наблюдаете, фиксируете все, сколько детей погибло с украинской стороны или нет соприкосновения. According to the posts in the social networks in Ukraine that we read, all people here are labeled as terrorists, and you provide the correct information, the information that is true to fact. According to your information, how many children died in the government-controlled areas? We do have statistics. У нас есть статистика. And if you give me a second, you will bear with me that I don't have this on top of my head. Если вы дадите мне секундочку, уж извините меня, сразу я не вспомню. In total, in 2017, the SMM has corroborated 478 civilian casualties. За 2017 год специальная мониторинговая миссия получила и подтвердила информацию о 478 случаях жертв среди мирного населения, of which were 86 killed and 392 injured. Из них 86 убитых и 390 Injured. 9, нет, сколько? 392. 392 раненых. And of those were approximately 40 children. Из них приблизительно 40 дети. Where they had been injured or killed is documented in our daily reports. Вот из этих 40 количество убитых и раненых можно посчитать, если вы знакомитесь с нашими отчетами. Это со стороны Украины или вообще? Is it from the Ukrainian side or it's total No, figure? these are total numbers. Это общее количество. Можете сказать с украинской стороны, сколько детей погибло от начала войны? Просто это вопрос, который интересует жителей Сербии. Я на самом деле серб, и мне задают много вопросов, сколько погибших детей есть с украинской стороны, а сколько с нашей стороны здесь. У вас есть такая информация, просто мне интересно, да вы скажете здесь перед нами. Do you have the figures on how many children were injured or killed in the government-controlled areas? This is what what the Serbian residents are interested in, because I'm a Serb myself. Starting from the start of the conflict, how many children were killed or injured on the government-controlled areas? Yeah. We have the figures, but I would like to hear how you would pronounce them. The SMM is. The SMM is tasked to monitor. На специальную мониторинговую миссию возложена задача наблюдать. But I will not spare you from reading our reports. Но я не лишу удовольствия и необходимости прочитать наши отчеты. Each single civilian casualty, the 478, had been detailed in our 336 reports last year. Все из этих 476 случаев подробно описаны в наших 336 отчетах за прошлый год. And rather than trying to finger point, I advise everyone to accept the reality. И вместо того, чтобы указывать пальцем на виноватых, я бы призвал всех признать реальность, смотреть в лицо фактам. And that starts by reading our reports. И для начала хотя бы читать наши отчеты. If you would read our reports, если вы будете их читать, you would have the answer to your question. Тогда вы получите ответ на свой вопрос. Значит, вы просто не хотите ответить, потому что это вопрос вам очень так не угодно. Then I deduce that you just don't want to answer this question because it is not very comfortable for you. No, I have answered the question. I do it every day in our daily reports. Вам не надо политикой заниматься, потому
Потому что не отвечаете на вопросы никогда. Хорошо, я больше не буду. We answer the question every day in our daily reports. Дали сте ответ на мой вопрос. Спасибо. Каждый день в наших отчетах мы отвечаем на вопросы. Я понял, что I understood. Okay.